Это финальная презентация нового Porsche Cayenne. Чего ждать от версии турбо и базовой? И как обстоят дела с электричкой и вариацией с ДВС? Какая у них стратегия? Собрал все, что нужно знать прямо сейчас. Экстерьер, интерьер и технические детали. С вами Томас, авточувство в 4К на полный экран и без купюр. Поехали. Начнем с топовой версии Cayenne Electric Turbo. Этот цвет называется Mystic Green. Смотрится интересно. У турбо более спортивный вид, нижний спойлер и крупные воздухозаборники. И можно спросить, зачем электроверсии столько воздуха? Охлаждение все равно нужно. В режиме Launch Control здесь больше, чем 1150 лошадиных сил. Значение может немного меняться в зависимости от метода измерения. Но даже обычная мощность больше, чем 850 лошадиных сил. Без всякого лаунч-контроля. Для Cayenne Electric доступны Matrix LED или HD Matrix LED. И главное отличие – вот эта кнопка. Можно нажать, можно провести свайпом, и капот открывается. Тут франк на 90 литров. Не только под кабель, места больше. Закрывать, нажав на герб Porsche, это самый надежный вариант. Хотя, честно, кнопка на брелке удобнее всего. Она открывает легче и срабатывает даже когда вы выходите из машины. Так что я бы пользовался именно ей. А вот и корма базового Cayenne. Сквозная световая полоса, подсвеченный логотип Porsche, выглядит здорово. Горизонтальные линии внизу тоже подчеркивают ширину. Скоро посмотрим, чем задняя часть отличается у версии Turbo. А вы напишите, как вам дизайн нового Cayenne. Да, это полностью новое поколение, электрическое. При этом версия с ДВС остается в продаже параллельно в виде недавно обновленной модели. И в отдельном видео мы подробнее разберем разницу между электрической и бензиновой версиями. Колеса от 21 до 22 дюймов. Здесь стоят 22 в дизайне Turbo Spires. Можно заказать PCCB, керамические тормоза Porsche. Максимальная эффективность без перегрева. Теоретически даже трек выдержат. Длина 4,99 метра. Это на 6 см больше, чем у версии с ДВС. И база тоже длиннее, плюс 13 см. Так что электроверсия имеет растянутую колесную базу. По силуэту классический Cayenne, но кузов чуть ниже и лучше оптимизирован по аэродинамике. Коэффициент сопротивления 0,25. Это лучше, чем у Mercedes GLC EQ, чуть хуже, чем у нового BMW iX3, хотя фактическое значение здесь 0,245, просто округлили. Будет версия купе, у нее аэродинамика обычно еще лучше. Так же, как у модели с ДВС, обычный кузов и кузов купе. И арки здесь окрашенные. У турбо в черный цвет. Давайте посмотрим и на базовый Cayenne. Тут тоже окрашены арки, но без Mystic Green. Цвет называется Vanadium Grey, тоже классно смотрится. У турбо тут своя надпись, а здесь чистая поверхность без нее. Колеса тоже 22, но в другом дизайне. И, честно, оба варианта выглядят удачно. Базовая версия внизу кажется чуть спокойнее, не такая драматичная. И, честно говоря, этот более сдержанный, элегантный стиль мне даже немного больше нравится. А вы как считаете? И, кстати, визуально разница между базовой и топовой электрическими версиями меньше, чем между базовой и турбо у Cayenne с ДВС. Как вам такое решение? По технике, пневмоподвеска здесь всегда в базе. А для версии турбо можно заказать Porsche Active Ride. Гидравлическую систему с отдельным управлением каждым колесом. Для обеих версий доступно и подруливание задней оси. Уменьшает радиус разворота.
Сзади у турбо немного другой нижний элемент, и здесь стоят активные аэрокрылья, которые выдвигаются. Выглядит эффектно. Мы уже пробовали это на прототипе, делали разгон. Что за... Это было с 50 до 100 км в час за пару мгновений. Сейчас 90. Поехали. 150. 170. 200. Сумасшедшее ускорение. 220. 250. Что? И еще один подвижный элемент. Заднее антикрыло. Оно адаптивное и работает и на обычной версии, и на турбо. На очень высоких скоростях автоматически поднимается. Можно раскрыть и в ручной системе, для наглядности. Теперь батарея и зарядка. Вот лючок, он открывается электроприводом. С этой стороны зарядка переменным током. И можно спросить, а где зарядка постоянным током? Она тоже есть, конечно. Причем переменные здесь по умолчанию с обеих сторон. Удобно, потому что никогда не знаешь, с какой стороны стоит зарядная станция. Иногда забавно. Одна сторона закрывается, другая открывается, слышно по щелчку. По мощности переменной 11 кВт, позже появится 22 кВт, постоянный до 400 кВт. Мы уже сделали тест зарядки. С 8 до 80% за 14 минут 40 секунд. Впечатляет. Если станция достаточно мощная, можно стабильно попадать в интервал до 15 минут от 10 до 80%. Это заслуга 800-вольтовой системы. 400-вольтовую зарядку машина тоже поддерживает. Кстати, Mercedes это теперь за доплату продает. Ну ладно, у остальных, как обычно, в базе. Лючок можно закрыть, и из салона удобно. Есть еще одна особенность. Для Cayenne Electric доступна индукционная зарядка дома. Плита стоит около 5000 евро, плюс 2000 евро за приемник в авто. Мощность до 11 кВт. Поставили платформу, заехали, а машина заряжается без кабеля. Интересная альтернатива. По запасу хода официальный WLTP 640 км, у турбо около 620 из-за большей мощности. В реальности на автобане на скоростях 130-140 км в час я бы ожидал примерно 500 км. Но, конечно, нужно провести полноценный тест. Аэродинамика у модели очень эффективная, так что реальный пробег обещает быть неплохим. Мы все это проверим для вас, как только представится возможность. Теперь про мощность. В режиме Launch Control здесь свыше 1150 лошадиных сил. Даже без него базовая мощность более 850 лошадиных сил. Есть и кнопка буста на руле, дает плюс 176 лошадиных сил. Максимальные значения доступны именно в режиме Launch Control. Разгон впечатляет. От 0 до сотни 2,5 секунды. От 0 до 200 7,4 секунды. Это уже уровень суперкаров. И это самый мощный серийный Porsche, который когда-либо делали, и он электрический. Запомните цифру 2,5 секунды. У базовой версии 4,8 секунды, что тоже очень быстро. Для сравнения, базовый Cayenne с DVS примерно на 1,2 секунды медленнее. Так что электрический вариант дает заметно больше динамики. Мы уже немного прокатились, как вы видели, и можно сказать уверенно. Едет он отлично. Спортивно, четко, очень прямолинейно в реакциях, и нет ощущения, что электроверсия дарит меньше удовольствия за рулем. А теперь в салон. И здесь различий тоже немало. Вот ключ. Можно открыть франк и багажник. У версии Turbo он в фирменном оттенке Turbo Night. Двери безрамочные.
У нового Cayenne с DVS рамки есть. Так что здесь ощущение ближе к спорткару. Стекла ламинированные с дополнительной шумоизоляцией. Эта машина оснащена доводчиками дверей, но это опция. Честно, я не самый большой поклонник доводчиков. Классические ручки мне нравятся больше. Иногда с доводчиком появляется чуть больше сопротивления при открывании, иногда нет. По-разному. Но главное, несмотря на безрамочную конструкцию, звук закрывания двери все равно хороший и плотный. Теперь сам интерьер, как у Porsche принято, горизонтальная линия по всей ширине, обволакивающая панель. Это оформление именно версии Turbo, но доступно несколько стилей. На дверях внутри есть жесткий пластик, и, честно говоря, это уступает тому, что стоит в версии с DVS. Внизу только резиновая вставка. За такую цену ожидаешь более мягкие материалы. Есть порожки Turbo, симпатичные коврики с сегментацией, Turbo Night даже на руле. Кнопки и крутилки на руле настоящие, не сенсорные. Там же переключатель режимов и кнопка буста. Добавляет 176 лошадиных сил на 10 секунд. Приборная панель стала шире и заметно более изогнутой. Это спортивное сиденье, есть Comfort Seat, комфортное сиденье, и Sport Seat, спортивные. Внешняя разница минимальная. Посмотрим позже, ощущается ли она в посадке. Материал натуральная кожа, но впервые доступен полностью безживотный интерьер. С тканью Pepita в центре и рулем из микрофибры Race Tex. Я бы выбрал именно этот вариант. Хорошо, что он теперь есть. Хотелось бы, чтобы линейку развивали дальше. Например, добавили качественный кожзам уровня BMW, который визуально ничем не уступает. При моем росте 1,89 м запас по высоте остается. Посадка здесь, возможно, чуть ниже, чем в Cayenne с DVS. Мне так даже больше нравится. Но ощущение кроссовера все равно сохраняется. Высокая, уверенная позиция за рулем. В спортивных сиденьях заметнее выражена боковая поддержка в плечах. Запомню эти ощущения. И скоро перейдем к базовой версии, посмотрим, есть ли разница в комфорте. А теперь к салону базового Cayenne и его кокпиту. Сиденье здесь тоже с поддержкой плеч, хотя у Sport Seat она чуть выраженнее. Форма в целом похожа, но материал кажется немного жестче. Оба варианта натуральной кожи. Если выбрать ткань Pepita, которая идет с комфортным сиденьем, подушка будет мягче. Там лучшее демпфирование. Но визуально отличия минимальные. И понять разницу в статике трудно. Это лучше чувствуется на ходу. Кокпит сам по себе очень интересный. Здесь другие цветовые акценты, думаю, Лии бы понравилось. Но, конечно, доступны и другие комбинации. Главная тема, о которой все говорят, изогнутый центральный дисплей. Его изгиб хорошо заметен. Внизу у экрана есть нижняя панель интерфейса, это элемент внутри меню, который можно сдвигать вверх или вниз. Когда его поднимаешь, появляется второй уровень настроек, когда опускаешь, нижняя часть экрана освобождается. В более глубоких меню это особенно заметно. Некоторым от этого кажется, что взгляд чуть напрягается. И я понимаю, почему это обсуждают. Сам не могу сказать, что мне это необходимо, но видно, что Porsche хотели попробовать новый визуальный подход. Например, когда у вас открыт режим карты, основная навигация занимает верхнюю часть, а внизу появляется нижний слой интерфейса. С точки зрения эргономики это сделано удачно. Можно удобно положить руку на нижний край, есть физическая крутилка громкости и отдельный блок классического климат-контроля с кликающими кнопками. Мне это нравится, удобно и понятно. И тянуться сюда даже легче, чем в версии с DVS. По эргономике этот интерьер действительно шаг вперед. Сама система стола заметно быстрее. Программная часть работает гораздо шустрее, чем в предыдущем Cayenne. Обе модели будут продаваться параллельно. Но здесь есть реальные преимущества. Экран для пассажира по желанию, либо просто глянцевая панель, либо полноценный широкий дисплей. Цифровые приборы отсюда тоже хорошо видны. На руле удачная эргономика. Можно сразу менять режимы и настройки. И важное изменение. Новая большая центральная консоль. Она должна быть мягче для локтя.
потому что сейчас, если прислониться к краю, попадаешь на жесткий пластик. Не самый комфортный вариант. Сдвигая крышку назад или вперед, открываешь доступ к площадке беспроводной зарядки. Смартфон фиксируется магнитом и сразу включается обдув, чтобы он не перегревался. Рядом два USB-C. Были споры и про новые подстаканники. В версии с DVS они были более открытые, а здесь глубокие с матерчатыми вставками, которые фиксируют бутылку и не дают ей болтаться. Можно поставить их в нижнее или верхнее положение, или вообще убрать и оставить открытое пространство. Тут уж кому как удобно. Позади есть еще два USB-C. Сначала мне ближе был интерьер версии с DVS, но чем больше времени я провожу в этом салоне, тем больше он мне нравится. Изогнутый экран мне не обязателен, но он не мешает. А скорость работы действительно крутая. И самое важное, классические крутилки и климат-контроль с тактильной отдачей на месте. А вот жесткая зона под локтем – то, что, на мой взгляд, стоит доработать. Особенно здесь, где рука ложится чаще всего. Как считаете? По пространству все в порядке, запас по высоте хороший. Панорамная крыша – это интересно. Ее можно полностью открыть, и для электрокаров это пока редкость. Шторка электрическая, больше декоративная. От нагрева защищает не сильно, но выглядит приятно. Есть прозрачный режим, полутень, несколько промежуточных положений. Вещь спорная, но классно, что ее можно реально открыть. Вот вид от лица водителя. Крутилка громкости, избранная кнопка, которую можно назначить, например, для отключения звукового предупреждения скорости. Впрочем, это предупреждение можно отключить и прямо в меню. Удобно. Приборы тоже настраиваются, можно менять отображение центральной части или включить фирменный Porsche 5 Gauge. И, конечно, Лия тоже передает привет. По цветам это прямо ее интерьер. Хотя сама Лия сказала, что выбрала бы вариант без материалов животного происхождения. На дисплее перед пассажиром тоже можно пользоваться верхним меню. Там появляются дополнительные функции. Честно, для меня это скорее эффект демонстрации. С точки зрения практики пользы немного, но в режиме разделенного экрана выглядит красиво. Возвращаемся к интерьеру Turbo. Здесь все выполнено в черном. Есть контрастная строчка, и можно выбрать, сделать салон еще темнее, максимально спокойным или добавить цвета. Сами спортивные сиденья, если пересесть снова, довольно жесткие. И главное отличие – это поддержка плеч. Она здесь заметнее. А если выбирать салон с меньшим количеством цветовых акцентов, получается практически сплошной черный объем. Какой вариант вам ближе, напишите в комментариях. Есть и шильдик Cayenne, а также турбоэлементы. Тиснение на подлокотнике и турбо на сиденьях. Но должен сказать, с изогнутым экраном полностью черный интерьер воспринимается тяжеловато. Мне больше нравится, когда тут есть немного цвета. Не обязательно тот оттенок, что любит Лия, это ее стиль, но я бы в конфигураторе посмотрел другие варианты. И с Turbo Night вставками, например, на руле, интерьер становится еще темнее. Теперь заднее сиденье. Двери здесь тоже без рамок, и сзади ламинированное стекло. На внутренней стороне дверей снова жесткий пластик и резиновая вставка. Решение, честно, не самое премиальное. Есть электрические шторки, это приятно. И если полностью опустить стекло, верхний край останавливается примерно здесь, и стеклопакет становится лучше виден.
Думаю, это опция. Электрорегулировки задних сидений идут стандартно, и они могут двигаться очень далеко вперед, а также сильно менять угол наклона. В максимальном положении именно так и измеряют официальный объем багажника. Конечно, спинка может вернуться в более комфортный угол. Платформа заднего ряда одноместная по форме, но центральное место тоже сертифицировано. Оно жесткое, но для взрослых по высоте и по пространству все подходит, чтобы нижняя часть сиденья не упиралась вам под бедра. Здесь это решено нормально. За счет увеличенной базы у электрической версии появляется чуть больше места для ног, чем у варианта с ДВС. Разница небольшая, но ощущается. По высоте пространства тоже достаточно. Поверхность сиденья жестковатая, хотелось бы немного мягче. Но места хватает, и климат-блок здесь отличный. Классические кнопки с тактильными щелчками, отдельный контроль вентиляции и подогрева задних сидений. Есть два USB-C. Центральный подлокотник можно сложить. Задние подстаканники неадаптивные. Скорее всего, модуль общий с Audi. А вот этот маленький элемент я уже критиковал на прототипе. Он открывается немного шумно, что контрастирует со всей остальной плавностью интерьера. Теперь багажник Cayenne Electric. Объем в грузовом положении 780 литров. Что это значит, сейчас покажу. Сначала про шторку, она идет с направляющей сбоку, ширина багажника примерно 1 метр или 40 дюймов, как у версии с ДВС. Длина тоже около 1 метра или 40 дюймов. То есть основные размеры совпадают. Разница в высоте. Я проверял вариант с ДВС, там она чуть больше. Здесь около 70 сантиметров. Так что электрическая версия немного ниже, но при этом по литражу вы ничего не теряете. Даже наоборот, странным образом получаете плюс 10 литров. Под полом есть дополнительный отсек, хотя зарядный кабель можно хранить и в переднем багажнике. Теперь о грузовом положении. Если поставить спинку более вертикально, и как я сделал слева, немного сдвинуть вперед, это дает максимальное грузовое пространство, не складывая сиденье. Справа видно минимальное положение для сравнения. Очень удобно, что спинки можно сложить электроприводом прямо из багажника. И тогда полезная длина получится около 1 метра 85 сантиметров. Еще одна приятная деталь. Верхнюю шторку можно полностью убрать под пол, плотно протолкнув ее в нишу. И все пространство остается свободным. Как я уже говорил, новая электрическая версия выходит на свежей платформе, а Cayenne с ДВС остается в нынешнем виде, после недавнего обновления, и будет продаваться параллельно, возможно, за редким исключением рынков, где почти полностью перешли на электромобили, как, например, Норвегия, но в большинстве стран обе версии будут стоять рядом в шоуруме. И главный вопрос, какую выбрали бы вы? Скоро выйдет второе видео, где мы сравним электрическую версию и Cayenne с ДВС. И если вы смотрите это позже, возможно, оно уже доступно на канале. И сравнение там действительно интересное. По цене. Базовая версия стартует немного выше 100 тысяч евро, примерно как базовый Cayenne с ДВС. Турбо около 165 тысяч евро. Плюс опции. Легко добавить еще 40-50 тысяч. Так что по стоимости электрическая и бензиновая версия не так уж различаются. Сильнее влияет налогообложение. И, конечно, тема остаточной стоимости в будущем, особенно если сравнивать традиционный Porsche с электромоделями. Посмотрим, как эта история будет развиваться.
Теперь про впечатление. Спереди внешний вид мне все еще нужно немного переварить, а сзади он мне действительно нравится. Внутри изогнутый экран мне не обязателен, но сама система работает невероятно быстро. И классическая эргономика климат-блока – это прямо то, что мне по душе. Честно, сначала я сомневался, думал, а действительно ли это шаг вперед? Но чем больше езжу и изучаю интерьер, тем больше мне все нравится. И если сначала я склонялся к версии с ДВС, то теперь все больше симпатизирую электрической, особенно с полностью веганским салоном. Это отличная опция, так что для меня этот путь тоже оказался интересным. И совсем скоро мы подготовим для вас полноценный тест-драйв финальной версии. А вы что думаете о новом Cayenne Electric? Про экстерьер, интерьер, технологии напишите свое мнение. И у нас впереди еще больше материалов про Cayenne.